идем на пятой, 100 км в час. Это почти 3000 оборотов. То есть дальше крутить его особо уже некуда. Сегодня будет краткий обзор на Т4, но не просто кнопочек и функций этого автомобиля, а расскажем о его больных местах, плюсах и минусах. И рассмотрим, куда надо смотреть при покупке данного автомобиля. Так, именно этот агрегат — это 2.4 АБ двигатель. Обычный дизельный двигатель без турбины, простой, надежный и неприхотливый. Еще этот автомобиль комплектовался 1.9 дизель и 2.5 дизель. 2.5 с турбиной. 2.5 был 65 киловатт, 75 киловатт и 110 киловатт. 2.5 мотор на базе 2.4, только с турбиной. Здесь нету вообще никаких дач, ничего. Это самый обычный тракторный мотор. То есть, если вам нужен трактор, берите этот двигатель. Тяги здесь хватает, хоть отбавляй, крутящего момента, вернее, по 1.9 турбодизель. Его для этого машины, если вам нужно таскать какие-нибудь груза, даже легкие, его маловато. Коробка здесь обычная грузовая, крейсерская, то есть 5-ступенчатая коробка. Крейсерская скорость у автомобиля 100 км в час. Больше, 100-110, дальше крутить нет смысла, мотор идет на разрыв. Можно ставить коробку 65-ки, 75, там более длинные передачи, они спокойно едут 120, некоторые даже едут 200, но если ставят турбину. Сюда можно на этот мотор 2.4 дизель прикрутить турбину спокойно с 2.5 мотора уже следующего, который идет на базе этого. Просто снимаете коллектор, вот этот, и выпускной. И ставите это по родным местам, по родным шпилькам, ставите с 2.5 мотора турбину, коллектор с выпускным коллектором ставите вместе с турбиной с 2.5 мотора. Подходит, все работает. Чуть-чуть, правда, приходится накрутить топливную, сделать богаче смесь. 2.5 дизель, турбодизель. С турбиной уже более прихотливый мотор. Но едет он уже намного бодрее. Вот самый идеальный вариант я бы рассматривал 2.5 дизель. Но опять же турбина — это лишнее обслуживание, более дорогие масла, плюс датчики. Поэтому 2.4 как бы самый простой бюджетный вариант. Если вам нужно ехать чуть-чуть быстрее, рассматривайте 65-ки, 75-ки и 110 киловатт. Еще автомобиль комплектовался бензиновыми моторами, такими как 2 литра и 2.5. Комплектовались бензиновые моторы даже коробкой автомат. Бензиновые моторы я вообще не рассматривал, честно говоря, к покупке, но, как говорится, каждому свое. Топливо можно лить абсолютно любое, люди даже от работы лить. То есть здесь расход примерно 10 литров, причем на грузовой коробке с крейсерской скоростью 100 км в час. В среднем получается город-трасса в районе 10. И не в зависимости от того, загружен автомобиль или нет, то есть даже таскал лафеты с машинами, расход вышел все равно 10. Там плюс-минус в районе 10. Пустой, там смешанном и по городу можно, конечно, ложиться в 8, там, чтобы вышло меньше, но с моей манерой езды этого не получается. С гидроусилителем автомобиль по городу крутиться тоже удобно, но габариты все-таки большие, то есть нужно привыкать. Так, по коробкам. Есть коробки на мультиванах более длинные. Коробка здесь 5-ступенчатая, обычная грузовая, то есть на 3000 оборотов здесь 100 км в час. Скорость как бы небольшая, но на такой немаленькой машине вполне достаточно. Коробки есть более длинные, это 65-ки, 75-ки, там где 2.5 мотор с турбиной. Вот это вот самый идеальный, наверное, вариант. Но эти машины уже по стоимости немножко дороже. Итак, сейчас вкратце, куда нужно смотреть еще по кузову. Смотреть надо на передние крылья, это болячка. Тут под крыльями идет стек. Вот, сверху идет стек, тут даже отверстие есть. И стекает все тупо вам в крыло. Внутри, между
внутренней частью и наружной частью крыла скапливается мусор, листья, вообще все что угодно. То есть здесь постоянно загнивает, здесь тоже болеет. Потом под вот этими порожками не ленитесь, покупайте, снимайте их, смотрите. То есть, ну тут варилось уже все. Тут постоянно тоже вода скапливается. Вот здесь вот прям стоит. И естественно с колеса кидает, опять же здесь гниет. Даже в оцинкованных кузовах. Поднимайте порожки вот эти пластиковые, смотрите хорошо. Еще по кузову выбирайте после 95-го года, потому что после 95-го они пошли оцинковые. До 95-го вот такие варианты, как этот. В любом случае где-то будет либо шпаклевка, под ней ржавчина, либо ржавчина с дырками. Нормальные живые варианты вам особо не найти. То есть здесь тоже менялись панели с этой стороны. Ну, в общем, по сварке было произведено очень много работы. И работа дорогостоящая, поскольку машина большая, занимает много времени и труда. Сдвижки тоже часто болеют. Ролики проверяйте, открывайте, чтобы она хорошо работала, додвигалась, сдвигалась. Здесь вот эта вот часть под ролик тоже на этом кузове сгнивает, которые не оцинкованные, до 95-го года идут. Вот этот порожек тоже ржавеет. Вот это все меняное, но из-за того, что вовремя не покрасил, но заново начинает ржаветь. Ролики вот эти подлипают. Верхний, нижний, центральный, вроде как проблем с ним не отпадает нормально. Ну вот эту штуку можно поменять, это не проблема, по-моему в районе $20 где-то вот этот ролик комплект стоит. Здесь ролики подъедают, то есть дверь подклинивают. Закрывается примерно так, то есть есть неудобство с этой дверью. Плюс опять же подкрылки. Здесь в этих местах, здесь за бампером. Надо смотреть все по кузову. Плюс по кузову идут герметик. В этих местах, с той стороны. Давай. Здесь, вот у меня его нету, его выбили пескостроем, потому что здесь была ржавчина. То есть наглядно на этом кузове видно. Вот здесь вот начинает под герметиком, под слоем герметика скапливаться ржавчина, начинает гнить. То есть смотрите, родной герметик или нет. Берите прибор, проверяйте кузов, не стесняйтесь. Машина старая, как бы, ну если вы покупаете задешево, то понятно, это никому не нужно, это особо делать не надо. Но все равно стоит обратить внимание. То есть эти машины есть, начинается от $4000 по 6 и по 8 до десятки. В любом молококрасочное надо проверять. Вокруг лобового, то есть тоже болеют. Тут тоже герметик, тоже лезут рыжики. На крыше такая же беда. Вот эти вот места, уголки тоже здесь ржавчина, прям видно, что повыедало. Вот пескостроем выбивали. По кузову вроде бы как все основные больные места показал. Единственное, еще у кого внизу, если плохой пол и вот этим порогом жопа, здесь это нормальный металл, просто сверху начинают брать немножко коррозия. Из-за того, что не вовремя покрасили, как я уже говорил. Там, где жопа этим порогом внизу, начинает рвать крышу в некоторых машинах, я видел такое. Вот в этих местах начинает трескаться. Здесь, сюда, сюда, на сдвижку. То есть вот здесь вот тоже, смотрите, поднимайте резинки, не стесняйтесь. Снимайте и смотрите, тут под резинками еще все целое. Ну, как на Жигулях, тоже такие частые болячки, у кого днище болеет. Ну, по кузову вроде все. Ходовка тут практически неубиваемая. Сзади стоят рычаги и пружины. Я ничего тут не делал вообще. Все огонь, оно вечное. Впереди стоят торсионы. Тоже рычаги. Я поменял наконечники шаровые. Вышло недорого. В принципе, я туда даже не смотрел. То есть берете машину. Желательно сразу рассчитывать, стоит чуть-чуть вложиться, чтобы нормально ездила, проверить тормоза, тормозные шланги, то есть всю эту ерунду. Ну, по сути, передняя ходовка тоже вечная, там шаровые наконечники, там мелочи поменяли, поехали, все. Торсионы практически неубиваемые, но я умудрился, все-таки один сломал, влетел в бордюр, сейчас вставлю видео, тоже посмотрите.
В итоге мы влетели в яму и оборвали торсион, походу. Что-то пиздануло, и она на одну сторону упала. Вот так вот как-то так. А нам-то далеко ехать, Лавро. Будет интересно. Ну, не в бордюр, в бугор. И толщиной, наверное, миллиметра 4 торсион лопнул. Ну, так получилось. Под днище тоже желательно загнать, посмотреть. Плюс запуски, если покупаете зимой и вам повезло, запуски в мороз. Машина уже прогретая, в принципе, проблем никаких не возникает. Ну, тут как бы, не знаю, по электрике тут вообще вопросов не бывает никаких. Работать должно все. Единственное, вентиляторы, смотрите, чтобы работали. У меня тут стоит принудительная кнопочка, просто включение вентилятора. Печка, тут тоже огромный радиатор. Зимой тепло, хорошо. Греет вообще отлично. Там заглядывайте, смотрите, все шланги, подтекания, тройнички, там стоит краник. Сейчас покажу. Вот эта вот развоздушка, с нее немножко моросит. Здесь стоит краник печки. Он пластиковый, но проблем с ним вообще, вот за сколько у меня машина 5 лет, никаких не было. Ну, естественно, соединение, там где хомуты, шланги старые. Машина 90, это именно машина 93-го года. Шланги старые, но мягкие, то есть они реально, ну, хорошие. И вот на радиаторе, там где большие патрубки, тоже мягкие. Все шланги мягкие, не потресканные, нигде ничего. Хотя они здесь родные. Там нижний шланг, из-за того, что на него капает масло немножко с мотора, он начинает, да, под воздействием соляра и масла окружающей среды, начинает немножко моросить. Его надо будет менять. Вот нижние шланги, смотрите, тоже в состоянии. У кого нет защиты, сразу будет видно. Вот он, который идет на помпу. Ну, я думаю, его поменять не составит тоже никакого труда, и он не такой уж и дорогой, чтобы насчет этого переживать или из-за этого шланга не брать машину. Просто что есть такие нюансы. Ну и проверяйте гидроусилитель. То есть у меня насос шабашил 2 раза, я ставил бэушный. То есть проверяйте, чтобы он не гудел, нормально вращался руль. Ну, 2.4, нормальный приемистый мотор. То есть сюда кладешь 500-600 килограмм веса, оно только начинает лучше амортизировать и отрабатывать ходовая, потому что до этого автомобиль очень жесткий. Пригрузил, все, ну как бы проблем не будет. И прием автомобиля даже без турбины на 2.4 дизель довольно неплохой, 60. Вот мы сейчас на 3-й, 70. В таком режиме как бы. Я ездил в соседний город с лафетом, мы тащили туда пустой лафет, обратно тащили машину на лафете. У меня тоже вышел расход 10, то есть особо не зависит от того, загружен автомобиль, тяжело ему или нет. Это зависит от манеры езды, когда резкие разгоны, резкое торможение. То есть если интенсивная езда, расход естественно будет больше. То есть так в принципе 10. Итак, что сказать по итогу? Это простой, практичный, надежный автомобиль, который не требует себе особого внимания. Он просто стоит у вас, и если вдруг надо ехать, просто садишься и едешь на нем. Вообще, ну, как бы не возникает никаких вопросов, там, заведется он, тебе не надо думать. Если у тебя есть хороший аккумулятор и соляра в баке, то об этом не стоит думать. Этот автомобиль мы даже тестили на оффроуде. Там я добавлю ссылочку, посмотрите, как он себя вел против Нива. Хотя это вообще глупая была затея, но брат себе купил Ниву, а мне не на чем было тогда ехать. Поэтому рубили на течике. Ладно, я на Ниве куда на своем транспортере поперся. Ну, в общем, краткий обзор. Я думаю, всем все станет ясно и понятно. Комплектаха на веслах, поскольку
электростеклоподъемники, по-моему, тут одна штука стоит $100 или $80. Ну, как бы, я думаю, покрутим ручками, ничего страшного. Ну и смотрите, кстати, на комплектацию, обращайте внимание, потому что каждая деталь здесь стоит дорого. Если это оригинал, а если ставить Китай, этого лучше не делать, потому что долго, естественно, Китай ходить не будет. По оригиналу вопросов вообще никаких нету. Ну а там кому как что угодно, там кондеры, кому нужны, не нужны, гидроусилитель есть практически во всех комплектациях. Тоже смотрите на насос, чтобы он не шумел, потому что это тоже у них есть болячка по гидроусилителю. У меня он шабашил дважды. Не знаю почему, но оно я ставил как бы бэушное, не новое, поэтому так оно и работает. Вообще машина, честно говоря, радует. Претензий, проблем по ней никаких серьезных таких не было. Еще стоит что смотреть. Самое главное проверить двигатель. То есть померите компрессию, не поленитесь. Двигатель тут очень дорогой. И ремонт его тоже выходит недешево, поскольку машина считается еще как коммерческим транспортом. Цена на запчасти вас не особо порадует. Но, естественно, из плюсов это ресурс. Ресурс запчастей и запас прочности в этом автомобиле просто сумасшедший. Самое основное — это надежность этого автомобиля. Ее можно сравнить с автоматом Калашникова. То есть этот автомобиль меня ни разу не подводил. У меня было много машин параллельно с этим. Этот автомобиль у меня уже 4 года в эксплуатации, даже почти 5. И за эти 5 лет автомобиль меня ни разу не подвел. То есть проходимость этого автомобиля, она реально удивляет. На этой резине, ее сложно назвать зимней, но на ней я ехал по заснеженному полю, и проблем вообще никаких не возникало. То есть машина тяжелая, она устойчивая, идет просто как вкопанная. В грязи, конечно, ее вес имеет меньше преимущества, поскольку машина начинает вгрузать, но из-за двигателя 2.4, а тут очень хороший крутящий момент, машина вывозит. То есть, да нет, даже сейчас можно вот в таком состоянии, она некрасивая, ржавая, можно сесть и спокойно гэпнуть в одну сторону 1000 километров и вернуться обратно, никаких проблем, я уверен, с этим не будет. Еще даже вот после приобретения этого автомобиля, то есть был уваленный мотор, ржавый кузов. После того, как я его купил, через неделю я покатался по городу недельку, и через неделю я умудрился поехать на нем на море, а это 500 километров в одну сторону. Кругом 500, и кто там, кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. То есть 500 туда, 500 обратно. С собой единственное пришлось взять 15 литров воды и периодически доливать. То есть когда бурлила в бачок, дула, вода выкипала, мы ее доливали, буквально 15 минут перерыва, мы дальше ехали. То есть туда и обратно, опять же, просто в убитом состоянии после покупки машина съездила вообще без каких-либо вопросов. Поэтому надежность — это его основное преимущество. После съемки этого видео я продал свой автомобиль, и теперь он выглядит совсем иначе. И не факт, что на момент выхода этого видео мой автомобиль вообще в принципе существует.